Дорогие друзья, я приветствую вас из солнечной Финляндии. Благодарю всех за интерес к моему каналу. Отдельное спасибо моим постоянным зрителям за поддержку. Сегодня я расскажу о некоторых интересных, на мой субъективный взгляд, новостях Финляндии. Кому интересно, добро пожаловать. Проходите, присаживайтесь, устраивайтесь поудобней. Начнем с языкового вопроса. Кто не знает, в Финляндии лишь около 5% жителей считают родным языком шведский. При этом в Финляндии два государственных языка – финский и шведский. Когда в 1917 году Финляндия обрела независимость от Российской империи, то жители шведоязычных Аландских островов хотели присоединиться к Швеции. Тогда, в 1919 году, в Финляндии приняли конституцию и закрепили два государственных языка – финский и шведский. Хотя на тот момент в Финляндии жило лишь около 10% шведоязычных жителей. Но возведение шведского языка в статус государственного не уменьшило желание жителей Аландских островов уплыть в родную шведскую гавань. Спор дошел до Лиги наций, и в результате Аландские острова получили широкую автономию в составе Финляндии. У них собственный парламент, контроль над местными законами и культурой. Более того, несмотря на то, что Аландские острова – это Финляндия, там только один официальный язык – шведский. Так Аландские острова остаются финскими. Когда государство хочет мира и процветания, то оно не дискриминирует меньшинства, а создает им комфортные условия, не пытаясь лишить людей самоидентификации. Можно ли считать, что языковой вопрос в Финляндии исчерпан? Ну, судите сами. Мое внимание привлекла статья в газете «Хельсинген Санома». На Аландских островах разгорелся скандал. Радио Аланс Радио решила по пятницам крутить программу «Диско по-фински». Какие-то древние финские диско-хиты. Как я поняла, это юмористическая передача. Ее ведет комик Джозефин Сонг. Она живет в Швеции, но является уроженкой Аландских островов. Гордость Аландских островов. В Швеции передача стала настолько популярной, что даже номинировалась на премию как лучшее радиоразвлечение. Причем программу Жозефин ведет на шведском языке, и только песни исполняются на финском. Всем весело, казалось бы. Но части местных политиков попала шлея под хвост, и они взвелись. Какого черта финские песни звучат в шведоязычном регионе? Финноязычная музыка подрывает местную идентичность. Местные журналисты иронизируют. Ну, какую угрозу они видят, что час финской музыки в неделю заставит нас всех отпустить бакенбарды, носить ножи и танцевать возле мопедов в сине-белых трениках? Не буду проводить аналогии, но вывод напрашивается. Язык – это часть идентичности, и шутки с языком плохи. В следующей новости все прекрасно. От первой до последней строчки. Есть в Финляндии парень по имени Милан Яв. За плечами полный набор лучших практик уголовника. Грабежи, разбой, побои, изнасилование. В августе Мигри аннулировала его вид на жительство и постановила депортировать обратно в Ирак. Я рассказывала об этом в видео, смотрите по ссылке в описании. Казалось бы, история завершена. Все. Тем более он сам согласился добровольно уехать в Ирак. Но вот новый поворот. Он передумал. Не, пацаны, говорит, я хочу остаться. Подаю апелляцию. И тут на авансцену выходит его новый юрист Антон фон Шрове. Прям фон барон. Красивое имя, а биография еще красивше. Раньше он был Анtti-Olavi Taskinen и отсидел, угадайте за что? За 2 убийства. Сначала он отравил своего друга и остался безнаказанным. Спустя 8 лет
Тем же способом он отравил своего партнера, с которым состоял в зарегистрированных отношениях, чтобы завладеть его имуществом. 2 трупа, 1 пожизненное. В тюрьме парень получил высшее юридическое образование, откинулся в июле 2023 года по УДО и теперь защищает других, несмотря на то, что он не адвокат и у него нет права быть судебным представителем. Но все равно у нас есть успешный тандем. Рецидивиста защищает убийца. Чем не сюжет для Голливуда. Фон Шробе сообщил журналистам: подаем апелляцию, потому что у нас новое и важное обстоятельство. Ну да, мы слыхали. Милана отправлять домой нельзя, потому что кореша в Кыргызстане грозят ему в соцсетях расправой. Так что процесс может затянуться на долгие годы, что подтверждает следующий сюжет. От заголовка в газете «Государство отправляет детей, рожденных в Финляндии, в Ирак», у кого угодно кровь застынет. Родители ждали убежища 10 лет. О чем речь? Что происходит? Что за бесчеловечность? Я внимательно прочитала статью. Ваэль, 34 года, и Ранья, 27 лет, приехали с 2-летним ребенком в Финляндию из Швеции осенью 2015 года. Они заплатили контрабандистам 3000 евро, чтобы выбраться из Ирака, где их жизнь была под угрозой из-за религиозной принадлежности. Нет, они не христиане, не иудеи и не кришнаиты. Они мусульмане, но сунниты. Они не остались в Швеции, а поехали просить убежище в Финляндии, потому что слышали, что здесь все это запросто. В Финляндии они подали заявление на убежище в сентябре 2015 года. Через год пришел первый отказ. Семья подавала апелляции и опять получала отказ. Они опять подавали апелляции, потом новые заявления и так 5 раз. Каждое новое заявление оставалось без рассмотрения, а предыдущие решения оставались в силе. За 10 лет ожидания в Финляндии семья возросла. Сейчас у них 4 детей, 3 из которых родились в Финляндии. Элиас, 3-летний малыш, у которого сейчас проверяют признаки аутистического спектра. Старшие Амир и Ибрагим уже школьники, а малыш Анмар совсем недавно появился на свет. И вот пришло решение об их выдворении, назначенное на 31 сентября. Семья опять подала апелляцию и запросила отсрочку исполнения депортации. Что же это за сказка про белого бычка? Так вот, оказывается, можно апелляции подавать бесконечное количество раз. Но только каждый раз нужно находить какие-то новые, ранее неучтенные обстоятельства. Ну, там хиджаб не носят, ну, да, тоже обстоятельства. Ну, детям лучше в Финляндии, и это обстоятельства. Ну, разные обстоятельства. Для этого есть бесплатные адвокаты. Они вам обстоятельства придумают. После изменения закона об иностранцах в 2019 году процесс рассмотрения повторных заявок стал строже. И сейчас повторные заявления часто принимается к рассмотрению только тогда, когда заявитель получает квалифицированного юриста. Ну, на это могут уходить годы. Этим летом в апелляции родители ссылались на закон об иностранцах, согласно которому при принятии решения особое внимание должно уделяться интересам ребенка, его развитию и здоровью. Родители не могут понять, как интересы детей, выросших в Финляндии, могут быть соблюдены, если их отправят в Ирак, где им придется начинать жизнь с нуля. Особенно они беспокоятся за 3-летнего Элиаса, у которого сейчас изучаются признаки расстройства аутистического спектра. Родители опасаются, что в Ираке его будут считать неправильным, и он не получит необходимой поддержки. В июле социальный работник заявил Управлению по вопросам миграции МИГРИ, что в интересах детей остаться в Финляндии. Однако МИГРИ считает, что интересы ребенка соблюдаются. В официальном решении говорится, что возвращение в Ирак не угрожает безопасности детей. Хотя дети выросли в Финляндии и хорошо адаптировались к стране, они еще малы, и от них можно ожидать, что они адаптируются в Ираке при поддержке и руководстве родителей.
Ну, что скажете? Как бы здесь следовало поступить? С одной стороны, нет оснований получить убежище, значит, их нет. Давай, до свидания. С другой стороны, ну кому на пользу такое количество апелляций, чтобы 10 лет провести в судебных тяжбах и вернуться к началу? И вообще, почему их не вернули в Швецию по Дублинскому соглашению? Ваэль говорит: я прожил в Финляндии 10 лет, и теперь меня должны депортировать. У меня нет родственников в Ираке, я там никого не знаю. Мы устали, истощены морально и физически. Можно понять разочарование семьи. 10 лет закончились ничем. Хотя лично я считаю, что за 10 лет в Финляндии можно было получить отличную профессию и найти себе применение в Ираке. Ну, что скажете? Безработица в Финляндии достигла рекордного уровня. Такого не было с конца 90-х годов. По данным статистического управления Tilastokeskus, в августе безработица достигла 10%. По сравнению с прошлым годом количество занятых в возрасте от 15 до 74 лет сократилось на 23 тысячи, а число безработных возросло на 53 тысячи. Последний раз столь высокий уровень безработицы наблюдался в августе 1998 года. Тогда он достиг 10,2%. Однако методики подсчета тогда отличались от нынешних, поэтому прямое сравнение невозможно. Когда безработица бьет все рекорды, самое время показать, кто в доме хозяин и как работает новый закон о трудовом мире. Об этом в следующем сюжете. Профсоюзу работников авиации влепили штраф в 67 тысяч евро за забастовку в аэропорту Хельсинки-Ванта в декабре прошлого года. Суд в рамках нового закона посчитал забастовку незаконной. Штрафы выросли в разы. Руководитель профсоюза работников общественных услуг Хокан Экстрем заявил: правительство хочет поставить работников в стойло и держать в узде. Красиво сказано, правда? Но смысл простой. Закон придумали не для мира и спокойствия в обществе, а чтобы лишить людей права на протест. Началось все с того, что Финэль захотел уволить 2 профсоюзных доверенных лиц. Компания обвинила их в разглашении секретов, а профсоюз утверждает, это были обычные документы по условиям труда. Даже судьи не могли договориться. Часть хотела назначить штраф меньше, но большинством голосов все же решили всыпать от души. Профсоюзы отвечают: мы не сдадимся. Будем защищать работников, даже если законы пишут под работодателей. И что думаете? Кто кого? Работодатели с их миллионами и благословением от правительства или работники, у которых только профсоюзы и некоторая солидарность? Совет ЕС принял план отказа от временной защиты украинцев. Даны общие рекомендации, чтобы обеспечить возвращение украинцев на родину или переход к другим легальным статусам проживания в странах Евросоюза. Министр по делам иностранцев и интеграции Дании Каарей Дюйбатбек заявил: солидарность ЕС с украинским народом остается непоколебимой. В то же время вполне разумно готовиться к тому дню, когда ситуация позволит украинцам вернуться домой, чтобы восстанавливать свою страну. По словам датского министра, ЕС стремится к тому, чтобы возвращение на Украину происходило постепенно и с акцентом на устойчивую реинтеграцию. В частности, правительства стран ЕС могут разрешить украинским беженцам ознакомительные поездки на Украину, говорится в пресс-релизе. В Швеции наглые воры украли 111 упаковок снюса из табачного магазина, спрятав украденное в традиционно большой широкой юбке. Троица попала на записи камер наблюдения. Владелец киоска надеется, что кто-то их узнает, и просит общественность помочь в поимке воров. Общественность легко узнала финских цыган.
А теперь радостные новости, пример хорошей интеграции. Евродепутат от партии «Истинные финны» Себастьян Тюнкенен объявил в социальных сетях, что его супруг Алан да Силва получил гражданство Финляндии. Себастьян признается: Мне в жизни повезло. Никогда бы не подумал, что спустя 9 лет буду жить в браке с гражданином Финляндии, когда-то познакомившись с парнем из Мозамбика. Я горжусь своим мужем, его образованием, карьерой и тем, что он так хорошо освоил финский язык. Ну что же, поздравим супругов, их жизнь удалась. Тем временем очаровательная испанка Нурия все еще в поиске суженого и сделала отчет о своих свиданиях. Свидания с испанцами или с русскоязычными? Где лучше? Есть ли разница? Решила сравнить и оценить все свои свидания за последние 1,5 года примерно. Она рассказала о кавалерах и о разнице между ними и нами. Я думаю, это видео будет интересно многим. Ссылка должна появиться вот в этом углу. Либо я оставлю ссылку в описании под видео. Ну а на этом, дорогие друзья, я с вами прощаюсь. Благодарю за внимание и до новых встреч. Всем пока!